В этом видео мы с вами создадим специализированного Telegram-бота через сервис N8N. И у этого бота будет, знаете, такая достаточно непростая задача. То есть он будет сидеть в специализированном чате, либо в Telegram-канале, либо в Telegram-группе и отслеживать, то есть слышать все то, что происходит в этом чате. То есть его основная задача, у него на самом деле может быть там неограниченное количество задач, но основная его задача, он будет сидеть в специализированном, например, чате в Telegram и через себя прогонять все те сообщения, которые пишут в этом чате. Что это нам дает? Во-первых, этот AI-бот может администрировать наш Telegram-чат через Telegram-канал. То есть, представляете, у нашего Telegram-чата, Telegram-канала будет реальный администратор, искусственный интеллект. Мне кажется, это очень круто. Во-вторых, второе, он прогоняет через себя все сообщения. И с этими сообщениями он может в дальнейшем делать что угодно. Он может формировать базу ответов вопросов. Он может анализировать, какие вопросы чаще всего возникают у тех людей, которые сидят в этом чате. Он может анализировать контент, который дает. Он может анализировать уровень участников. Он может сам придумывать, не то что сам придумывать, он может отвечать на те сообщения, которые приходят от участников, то есть помогать участникам в своей специализированной теме. Давайте, мне легче всего, наверное, показать, как это работает на примере. Например, у меня реализован такой Telegram-бот, он сидит в специализированном там закрытом чате и по теме N8N, что он делает? То есть его здесь функционал, я пока его не перегружал, функционал достаточно простой. Каждый из нас может придумать свой функционал для этого бота. Мне пока важно на первом этапе сформировать базу знаний, то есть какие вопросы у людей чаще всего возникают по той или иной тематике. Плюс он администрирует и удаляет, например, системные сообщения, то есть сообщения, которые, знаете, там человек добавился в группу, он тут же удаляет это сообщение, либо кто-то там проголосовал за группу, он тоже тут же удаляет это сообщение для того, чтобы база была, то есть чат был чистый. И раньше у нас там сидел человек, который вот это все делал вручную, сейчас этим занимается вот этот специализированный AI-бот. Во-вторых, он сохраняет все ответы участников в специализированную базу, для того, чтобы в будущем узнавать, какие темы больше всего интересуют участников. После этого он раз в сутки выгружает эту базу в векторный формат, и на основе этого векторного формата отправляет сообщение в Telegram-группу с краткой выжимкой того, что вчера обсуждалось. То есть он рассказывает об интересных идеях, которые предложили пользователи этого чата. Он рассказывает о проблемах, которые возникали у пользователей этого чата, плюс дает небольшую выжимку из ответов, то есть как лучше всего было бы ответить на этот вопрос. Давайте я вам, наверное, даже покажу примерно, как это выглядит. То есть зайду в свой Telegram-чат и найду вот сообщение, одно из сообщений от бота, например, за вчерашний день. Вот. За вчерашний день он прислал сообщение, вот сводка за такое-то число. Главное за день, то есть что произошло. Важные вопросы без окончательного ответа. Плюс он дает свой ответ на эти вопросы, на которых не смогли найти ответ участники чата. То есть он подстраивается, помогает. Дает какие-то инструменты и советы, то есть ссылки на ресурсы, полезные ссылки на ресурсы, которые вчера обсуждались. Практические советы дает по тем вопросам, на которых не был дан ответ. То есть этот Telegram-бот слушает сообщения и формирует так называемую базу знаний. На самом деле возможности у этого Telegram-бота может быть не ограничено. Например, когда приходят новые участники, задают какой-то вопрос, он отвечает на этот вопрос, если вопрос удовлетворяет тому запросу, который в нем есть. Он еще не подключен даже к AI-агенту. То есть мы сейчас занимаемся тем, что мы просто анализируем чат, смотрим, какие вопросы, какие запросы приходят от людей, какие проблемы возникают. И все это вбиваем в базу для того, чтобы в будущем подключить уже к нему полноценного AI-агента, через вот этот вот инструмент AI. И этот бот уже мог полноценно отвечать, помогать всем тем людям, которые есть в нашем чате. Я считаю, что вы должны понимать, как создавать такого бота. Давайте в этом видео я вам подробно покажу, как создать такого бота.
Сразу скажу, что все базы знаний, которые вы будете создавать с помощью такого AI-бота, они должны храниться желательно на локальных серверах. То есть, если в вашей стране есть закон о персональных данных, то вы должны соблюдать этот закон. Например, в России такой закон есть, и мы все базы данных, которые активно работают, неважно в этом боте, либо в других ботах, они все хранятся локально на наших серверах, на российских серверах, для того, чтобы никаких проблем с законом у нас не возникало. Смотрите, у нас, как всегда, с вами есть два варианта. Первый вариант: вы просто сейчас берете, скачиваете вот этот мой шаблон, меняете здесь, например, Telegram-бота на своего Telegram-бота, и, в принципе, все. Ну, еще свою базу данных и изменяете, может быть, там промпт корректируете под себя. Ссылка на этот шаблон находится в первом закрепленном сообщении, либо в разделе с описанием. То есть вы скачиваете этот шаблон, нажимаете import from URL и добавляете, соответственно, этот шаблон в свое N8N пространство. Второй вариант: мы сейчас с вами пошагово создаем подобный шаблон и как бы начинаем с ним работать. Я бы вам все же рекомендовал скачать шаблон, но при этом посмотреть, как настраивается этот шаблон, то есть посмотрев это видео до конца. Что мы делаем? Значит, в первую очередь нам необходимо выбрать триггер. Что будет триггером для нашего AI-бота, который будет сидеть в специализированной Telegram-группе? Триггер здесь и похож как бы на обычный триггер. То есть мы выбираем триггер Telegram и выбираем OnMessage. То есть он должен слушать сообщения, которые будут приходить в определенной Telegram-группе. Единственное, нам необходимо еще выбрать бота. Мы нажимаем New Credital, переходим в Telegram для того, чтобы ввести сюда API-ключ от нашего бота. То есть мы переходим в Telegram. И смотрите, у меня уже подготовлен заранее бот. Единственное, мне необходимо узнать у этого бота API-ключ, потому что сейчас не помню. Для этого мы заходим в bot-fuzzer. Заходим в bot-fuzzer. И я либо создаю нового бота, то есть нажимаю команду new bot, либо у меня уже готов бот для того, чтобы сейчас его не создавать, потому что в последнее время, когда я создаю ботов, мне почему-то Telegram их блокирует, не знаю почему. Значит, либо создаем нового бота, либо выбираем из своей коллекции ботов, она у меня уже достаточно большая. Значит, после того, как мы создали бота, мы можем ему что-нибудь написать, например, там, нажать кнопочку старт, и он, соответственно, никак не будет реагировать. Нам необходимо этого бота сейчас настроить. Для этого мы переходим в настройки. Давайте вот покажу. Вот информация о боте. Нужен нам API токен. Я сейчас его добавлю чуть позже. Но прежде чем я добавлю, соответственно, API токен, мне необходимо этого бота настроить. Я выбираю раздел Bot Setting. И здесь есть такая группа Privats. Здесь необходимо выключить, то есть у вас изначально будет Turn Off, кликнуть на Turn On, то есть чтобы здесь отображалось Turn On. Все, после этого этот бот сможет слушать все сообщения, которые будут происходить, соответственно, в той группе, куда вы его добавите. Нажимаем назад, и сейчас я, соответственно, возьму его API токен. Все, я взял API токен, добавляю его сюда, нажимаю Save. Все, этот бот привязан. Единственное, мне его нужно переименовать для того, чтобы не запутаться. Я его переименую, прям как он и называется. Нажимаю Save и сохранил. Теперь этот бот у меня доступен. Все, я выбираю здесь этого бота в качестве триггера. То есть этот бот сейчас может не просто работать со мной, он может слышать те сообщения, которые будут приходить в группу. Дальше, значит, что мы делаем? Первую ноду, которую мы добавляем, это нода, которая будет проверять на то сообщение, какого типа приходит. У нас есть в наших группах несколько типов сообщений. Первый тип сообщения — это просто сообщение, то есть просто сообщение, которое отправляет обычный пользователь, то есть мы с вами. Второй тип сообщений — это сообщения-ответы. Давайте покажу на примере группы, как это выглядит. Я добавил этого бота сразу же в один из чатов для того, чтобы продемонстрировать, как это работает. Это просто тестовый чат, в котором есть темы. То есть это даже супер группа, это не просто обычная группа. Здесь я покажу вам. Смотрите, вот это вот просто сообщение, да, привет, там, где шаблоны? И вот это вот сообщение, шаблоны вот тут. То есть когда мы берем, вот отвечаем, да, на какое-то сообщение, это разный тип сообщений. Привет, это разный тип сообщений. И у каждого типа сообщений есть как бы свои определенные параметры.
Мы, правда, в разделе с новостями, но чуть дальше об этом тоже расскажу. И нам важно, чтобы, да, вот бот разделял на сообщения, которые приходят просто как сообщения, и сообщения, которые приходят как ответы. Что для этого необходимо сделать? Мы переходим в N8N. И здесь в разделе, да, с параметрами, мы, кстати, можем перейти уже в выполнение, и, скорее всего, этот бот уже будет слышать те сообщения, которые в него приходят. Давайте вот даже вот так вот нажмем тест workflow, и он уже увидел то сообщение, которое мы только что отправили, да. Смотрите, привет, где шаблоны, текст вот тут. То есть это сообщение, он уже увидел сообщение, которое мы только что написали. То есть где это было? Мастер-группа воронки продаж, ID чата, определение, это бот написал или не бот. Хорошо. Значит, кто написал, на чье сообщение ответили. То есть это два типа сообщений. Так как мы ответили на сообщение вот «Привет, где шаблоны?», мы ответили таким образом «Привет, вот тут». И добавляем сюда вот такое выражение. То есть это выражение, оно определяет, это само сообщение, либо это ответ на сообщение. И здесь, соответственно, выбираем это само сообщение, либо это ответ на сообщение. То есть он проверяет это само сообщение. Смотрите, вот если нажимать Test Step, мы увидим, что он скажет: нет, это не само сообщение, это ответ на сообщение, так называемый reply, да, который используется в Telegram. Но если мы, давайте вот для начала, да, скопируем, сохраним, а если мы нажмем вот еще раз Test Workflow и перейдем здесь и напишем, например, просто тест это сообщение, и он уже видит, что это сообщение. То есть он уже определяет, что это именно сообщение, а это не ответ на сообщение. То есть видите, два разных сообщения. Когда идет ответ, когда идет само сообщение. Нам необходимо на самом первоначальном этапе разделить эти два типа сообщений. Для чего? Я вам сейчас дальше покажу. Значит, хорошо, это обычное сообщение. Что мы делаем? Мы должны дальше сделать еще одну проверку. Следующее, что нам необходимо сделать, это сделать как бы следующую проверку. Смотрите, в нашу группу будут приходить разные люди. Соответственно, наш бот должен, давайте сейчас вам это детально покажу, то есть наш бот должен разделять это системные сообщения, которые приходят, либо обычные сообщения. Как он это разделяет? Мы здесь также вставляем следующую функцию. То есть он здесь должен понять, это системное сообщение, либо это обычное сообщение. Здесь выбираем также вариант из true. Да, и он должен уже проверить, это системное сообщение, либо это обычное сообщение. Так как мы написали просто сообщение, то он должен определить, что, соответственно, это не системное сообщение. Это именно обычное сообщение. То есть New Chat Members. Это как бы человек, когда добавляется, появляется функция New Chat Members. Давайте вам покажу, как это работает. Я со своего одного из других аккаунтов сейчас войду в эту группу. Давайте удалим одного из участников. И сейчас, смотрите, я вступлю в эту группу с другого пользователя. Вот, я вступил в группу и отобразилось вот это вот сообщение. Смотрите, мы заходим в нашего AI-агента, нажмем Test Workflow, и вот это сообщение, что человек зашел в группу. Давайте мы все это перенесем в эдитор. То есть вот, человек вступил в группу, и он определяет, действительно ли это системное сообщение. Значит, наш AI-бот, он также будет выполнять роль администрирования. То есть он должен удалить это сообщение. То есть мы берем, выбираем сюда Telegram, и здесь есть раздел удаления сообщения. Delete Chat Message. Убираем сообщение. Здесь нам необходимо выбрать нашего Telegram-бота, который сейчас сидит в нашем чате. Выбрать, какое сообщение он должен удалить. Для этого необходимо прописать чат ID и message ID. Значит, мы переходим в первоначальную ноду Telegram и здесь выбираем чат ID, то есть в какой чат пришло это сообщение. Вот в этот чат пришло это сообщение. И какое это сообщение? Вот message ID, вот 33-е сообщение. Смотрите, сейчас мы зайдем обратно в Telegram группу, вот это сообщение здесь висит. Мы вбиваем Test Step, и наш AI-бот
удалил это сообщение, которое пришло, системное сообщение. Также мы можем отключить, то есть также удалять вот эти вот сообщения. Все системные сообщения мы должны удалять. То есть наш AI-бот будет автоматически удалять эти системные сообщения. Для того, чтобы добавить большее количество системных сообщений, мы выбираем раздел OR, то есть или, и он проверяет. Соответственно, если это удовлетворяет, то он отправляет все это в раздел системных сообщений и дальше удаляет. Хорошо, отлично. То есть сейчас наш AI-бот будет работать еще таким, подрабатывать таким администратором. Дальше, значит, нам необходимо, чтобы не возникла проблема как это называется, с зацикливанием сообщения. То есть, например, у нас будет кто-то, какой-то бот тоже сидеть в нашей группе, в нашем чате, либо неважно в каком чате, и наш AI-бот для того, чтобы постоянно там с ним не взаимодействовать, он должен определить, это бот или это не бот. Давайте сейчас нажмем тест workflow, вот это вот отключим pin и напишем какое-нибудь дополнительное сообщение в чате. Нажимаем тест workflow, вот процесс, соответственно, прошел. То есть он определил, что это уже не системное сообщение, и нам необходимо проверить его на бота. То есть это бот. Здесь есть такой раздел, который спрашивает «is bot?», и он уже отвечает. Единственное, мы его возьмем в самом начале. И здесь выбираем is true, то есть это правда или нет, это бот или нет. И он уже определяет, это бот или нет. Если это не бот, то мы двигаемся дальше. Если это бот, то мы здесь никаких действий как бы проводить не будем. Не будем удалять это сообщение, никак с ним взаимодействовать, для того, чтобы не зацикливался наш агент в разговоре сам с собой. Значит, дальше, да, следующим шагом мы должны, например, мы создаем ответы на часто задаваемые вопросы. Сюда мы можем поставить уже дальше там текст-классификатор, да? Текст-классификатор, который будет уже определять, какого типа сообщения дальше приходят. То есть мы понимаем, что здесь приходят сообщения не от бота, здесь приходят сообщения от людей, системные сообщения он отправляет, а дальше мы подключаем там текст-классификатор для того, чтобы он четко понимал, какого типа сообщения. Например, в моей группе это реализовано, люди приходят, особенно новенькие, которые не смотрят инструкции, они приходят и спрашивают, там, это шаблоны, либо это не шаблоны, где шаблоны, то есть такие достаточно примитивные вопросы задают, и для того, чтобы там либо оператор, либо администратор это все не писал, мы подключили, соответственно, такого бота, который отвечает, где шаблоны, и дает ссылки. То есть пока мы не задействовали, то есть в своем процессе я пока не задействовал текст-классификатор, то есть мне сначала нужно узнать, какие часто задаваемые вопросы приходят, с которыми будет справляться наш агент. У меня же просто реализована нода if, в ноду if вбит также код, и он проверяет, то есть соответствует ли запрос той функции, той задаче, которая, соответственно, перед ним стоит. Здесь в данном случае прописано, вот вы можете увидеть, что шаблоны, где посмотреть шаблоны, найти шаблон, то есть вопрос по шаблону с вопросительным знаком, грубо говоря, где находится там тот или иной шаблон. Если он определяет, что этот шаблон, этот вопрос именно содержит вопрос по поиску шаблона, то он отвечает этому пользователю. Как это реализовано? Это реализовано следующим образом. То есть здесь есть также чат ID. И единственное, мы сюда в качестве ответа, смотрите, вот если мы добавим сюда, вот давайте вот просто вот сюда добавим Telegram, да, Telegram, просто чтобы показать вам, как это работает. Давайте не сюда, а вот сюда. Вместо текст-классификатора добавим Telegram, что он должен, может быть, какое-то приветственное сообщение написать человеку. Мы выбираем Send Message, Send Text Message. Можно аудио скинуть, можно видео скинуть, можно что угодно. Мы же выбираем Send. Так, почему локация? Ну, давайте здесь выберем Send Message. Вот. И здесь также прописываем, например, чат ID, куда он должен отправить чат ID. И текст.
текст. В качестве текста мы здесь прописываем, соответственно, какой-то текст. Но мы должны, грубо говоря, ответить человеку на его вопрос. То есть, когда от него приходит вопрос, поэтому мы добавляем add files. Во-первых, мы убираем вот эту надпись, что там тот-то, то-то бот написал. А во-вторых, мы выбираем reply to message ID. То есть мы должны ответить на сообщение. Для этого мы выбираем reply to message ID и выбираем вот этот вот message ID. Message ID. И смотрите, да, вот сейчас просто ради теста я вам покажу, как это работает. Ошибка возникла. Значит, привет, это ответ на сообщение. Ошибка возникла, потому что мы не того бота выбрали. Вот этот бот, и нажимаем Test Step. И смотрите, вот он ответил на сообщение. Привет, это ответ на сообщение. Вот, то есть он ответил на сообщение. Таким образом мы создаем бота. Дальше, да, по-хорошему сюда, конечно же, стоит привязать какой-то сбор базы данных. Для этого мы, например, выбираем Postgres и выбираем раздел как бы добавление в нашу таблицу каких-то данных. Здесь выбираем свой аккаунт Postgres. Как работать с Postgres и что такое Postgres, обязательно посмотрите. У меня есть подробное видео на канале про RAG агентов. Там я подробно разбирал этот инструмент Postgres, за что он отвечает и, соответственно, как он работает. Также посмотрите видео по сохранению баз данных на локальном сервере, то есть для ненарушения закона о защите персональных данных. Все это также есть на моем YouTube-канале, в уроках. Посмотрите обязательно, прежде чем добавлять базы данных. По работе с сервисом Supabase и развертыванию его на локальном сервере. Значит, здесь выбираем Postgres, выбираем, соответственно, нашего агента, выбираем ту базу данных, в которых мы хотим сохранить ответ. И он здесь загорится. Я сейчас на это время как бы терять не буду. И здесь мы еще в первом разделе не добавили. Здесь также рекомендую добавить Postgres. Для чего? Для того, чтобы он сохранял ответы у людей на вопросы. Может быть, это даже будет другая база данных, где будут сохраняться именно ответы. То есть человек, например, задает какой-то вопрос, мы этот вопрос сохраняем в одну базу данных, а если этому человеку кто-то ответил на его вопрос, там даже тот же AI-бот, да, правильно ответил, либо другой человек, знаете, вот этот раздел с ответами, то мы должны эти данные записать в другую, например, базу с ответами, с разбором ответов. Так у нас будут создаваться две базы данных. Первая база данных с вопросами, вторая база данных с ответами. Здесь есть на самом деле большое количество вариантов. Вот insert rows, и также подключаем сюда Postbase, Supabase и Postgres для сохранения баз данных. То есть базы данных будут храниться вот примерно в таком виде. Это также тестовый аккаунт в Supabase. По работе с базами данных Supabase у меня есть тоже отдельный урок. Он называется урок по работе с RAG-агентами. Например, я выберу этот Postgres, включу этот аккаунт, и он будет, соответственно, ответы сохранять вот в одну из этих баз данных. Может быть, даже стоит создать новую базу данных. Давайте создам новую базу данных. Единственное, мне нужно будет там прописать поля. Я этого сейчас делать не хочу. На это уйдет большое количество времени. Ну, давайте вот по примеру, как здесь это реализовано. То есть он сохраняет в базу данных информацию о том, когда был ответ, когда этот ответ пришел, от кого этот ответ пришел, номер сообщения, то есть номер message ID и текст ответа, то есть текст, который написал человек. Второй вариант, да, вот мы сохраняем в базу данных, мы сохраняем, соответственно, уже сам ответ, месседж, на который был ответ, сам время также сохраняем, юзернейма, который ответил на это сообщение, message ID и текст, основной текст и отвеченный текст. За счет этого нам удается сохранять как бы базу данных с вопросами, базу данных с ответами. Так это реализовано. На самом деле здесь у каждого из нас есть свое видение, как и что должен делать AI-агент. Моя основная задача сейчас была
показать, как его посадить в любую телеграм-группу, дать ему определенные роли. Да? Вот, например, в этой телеграм-группе он может удалять сообщения, потому что у него стоит роль администратора. То есть, если мы зайдем в раздел, то мы увидим, что у него роль администратора, и он может удалять сообщения, либо блокировать пользователей. Да, у него тоже такая функция есть. Если мы функцию блокирования пользователя уберем, он может только удалять сообщения. И в зависимости от тех действий, которые вы хотите, чтобы этот агент выполнял, мы, соответственно, здесь все эти данные и прописываем. Плюс у нас, когда мы создаем супергруппу, у нас в нашу супергруппу могут писать, например, в разные разделы. И для того, чтобы с разных разделов как бы также принимать сообщения, бот будет принимать сообщения с любых разделов. Мы можем также добавить дополнительную ноду it и if и разделять. Это вопрос пришел с такого-то раздела, этот вопрос пришел с такого-то раздела, что делать дальше, записывать в такую-то базу, записывать в такую-то базу. И таким образом мы, здесь на самом деле нет каких-то ограничений по работе с этим ботом. И каждый из нас, как администратор там телеграм-чата, телеграм-канала, может свои варианты придумывать. У нас пока работает наш бот вот таким образом. То есть он принимает сообщения, обрабатывает. И дальше с помощью AI-агента он делает краткую выжимку за день. В дальнейшем мы будем устраивать конкурсы через этого бота. То есть он будет предлагать какие-то варианты, подсчитывать людей, которые наиболее активны в чате. Он будет писать этим людям сообщения, он будет вести какой-то рейтинг. То есть там на самом деле скажу, да, что вариантов использования этого бота большое количество. И каждый из нас уже сам придумывает, что он должен делать. Ребят, я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, YouTube-канал. С вами был Гризуевич. Все ссылки находятся в первом закрепленном сообщении. Смотрите другие мои видео, посвященные N8N и работе с сервисом N8N. Пока!